Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз, который вы увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 20 по 26 июля. Колоды уже я перетасовала. Основная колода у нас есть, а дополнительная для уточнений и разъяснений. Давайте посмотрим, что же ожидает вас на следующей неделе, какие карты вам сегодня выпадут. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, также оставить лайк или сообщение. Я буду очень признательна вам за такую обратную связь. Пишите, не стесняйтесь, я постараюсь вам ответить. Более того, иногда у меня на канале проходит акция, где я разбираю дату рождения в нумерологии, да, через призму Таро, то есть ориентируясь на соответствие карт Таро именно в числах вашего рождения. И мы смотрим такую интересную, поставляем картину с вашей реальной жизнью. Можете тоже поучаствовать в акции, кому интересно, пишите. Кому интересно, можете написать мне в сообщество, да, у меня там есть специально для этого запись. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает львов. Неделя с 20 по 26 июля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта, которую мы видим здесь, это карта правосудия. Это карта весов. Может быть, общение с человеком знака весы для вас будет актуальным. Для кого-то правосудие — это желание справедливости достичь. Возможно, в споре, в конфликте, в каком-то разногласии, да, где вы доказываете свою точку зрения. Возможно, вас втягивают в какой-то конфликт, и вы вынуждены кого-то разнимать, да, кого-то попытаться здесь как будто уравновесить в этой ситуации. Либо по правосудию очень часто это какие-то юридические дела, это какие-то бумаги, это какие-то документы, с которыми вы имеете дело, которые вы должны подписывать, там, допустим, да, то есть что-то так в таком духе здесь тоже может быть по правосудию. И здесь же карта пятерка жезлов, которая повторяется в среду. Она показывает необходимость бороться за свою справедливость, вернее, за свое право на что-то. Может быть, вы здесь по пятерке жезлов решаете какие-то вопросы спорные, связанные с бумагами, с документами. Возможно, это вызывает у вас бурю эмоций по поводу документов. Да? Это пятерка жезлов, когда вы понимаете, что это для вас сложная задача, которую нужно решить, сложное испытание, но вы пытаетесь с этим справиться. Или какой-то прям конфликт возникает, и вы здесь боретесь, сражаетесь, отстаиваете свою точку зрения. Дальше карта сила, которая является вашей картой львы, она соответствует вашему знаку, и она здесь у вас выпадает во вторник, показывая не физическую силу как таковую, а силу влияния на людей благодаря умению своей дипломатичности, да, умению доказывать, объяснять что-то, убеждать в чем-то других людей мягкостью, да, таким мягким влиянием, мягким воздействием. Как эта девушка умеет на льва повлиять, чтобы он ее не съел в конце концов. То есть вот способность, которую вы здесь проявляете максимально хорошо. И с пажом кубков, который также здесь у вас выпадает, здесь речь может идти о том, что у вас есть какой-то хороший импульс, который вам дается использовать свою силу в правильном русле, возможность исправить какую-то ситуацию, если был конфликт, как будто бы словить эту ситуацию за хвост, как-то исправить ее, повлиять на нее, то есть каким-то образом повоздействовать в вторник. И при этом в среду снова повторяется карта пятерка жезлов, которая здесь называется раздор. Она действительно может сулить какие-то конфликты или какие-то трудности, которые приходится вам преодолевать. Поэтому, соответственно, эта пятерка жезлов здесь включается. И вместе с картой императрицы она может касаться какого-то разногласия, связанного с вашей мамой или женой, или каких-то внутренних ваших конфликтов по императрице, если вы женщина, возможно, либо с какой-то женщиной какие-то разногласия. По пятерке жезлов могут быть какие-то сложности или испытания, связанные с ростом и развитием в чем-то, когда для роста необходимо преодолеть какие-то сложности. Допустим, в работе, для прогресса в работе нужно преодолеть определенные препятствия. Возможно, это позволяет вам вырасти духовно, возможно, это позволяет воспитать вас
личность больше, да, или как-то духовно вырасти для вас. Но здесь вот вам как будто за результат нужно бороться, за достижение результата нужно бороться. И нужно быть осторожнее, чтобы, правда, не попасть в какую-то конфликтную ситуацию. Следующая карта у вас — это карта тройка жезлов, карта какого-то ожидания, но по большому счету больше ожидания все-таки связано с двойкой жезлов и выбором, а здесь уже как будто бы вы приняли решение уже принято, и уже какие-то первые шаги сделаны, и уже даже есть первые листочки, которые появляются на этих жезлах. То есть вы уже понимаете, что процесс уже запущен, остается только дальше идти по намеченному пути, и по тройке жезлов вы находитесь в ожидании, когда вы получите финальный результат, на который вы нацелены. Вот он смотрит вдаль, да, то есть ожидание этой перспективы осуществления ее, то есть когда вы придете к той вершине, которую вы себе наметили, и вы здесь готовы, возможно, кого-то поддержать, если у вас одинаковый путь, или получить поддержку от людей, которые могут вам чем-то помочь для достижения, соответственно, той цели, которую вы себе поставили. Но вот тройка жезлов, она говорит все-таки о том, что вы да, как будто бы смотрите в будущее. То есть здесь размышления о будущих перспективах. И по королю жезлов, который тоже жезлами является, это ваша стихия, львы. Это стихия, в принципе, любого огненного знака. Это общение, возможно, с огненным знаком, вроде вас, это львы, овны или стрельцы. И если мы говорим о работе, то здесь очень много желания работать, идти по карьерной лестнице или в достижении вашей цели. То есть вы себе поставили цель, вы к ней идете, ничто вас не может сбить с пути. Карта Луна, которая есть в пятницу, сулит много переживаний, сомнений. Возможно, вы действительно по карте Луна здесь о чем-то переживаете, можете накручивать себя, можете бояться каких-то неожиданных ситуаций, которые могут помешать на вашем пути, возникнув, да, на вашем пути. Это карта обмана, нужно быть осторожнее, остерегаться какого-то обмана или чьей-то нечестности, неправды. Но и в целом это вот просто, как, знаете, как страхи, переживания того, что что-то быстро движется, что-то быстро происходит. И по восьмерке жезлов чересчур быстро и стремительно. И вы уже как бы понимаете, что эта ситуация запущена, и уже ничего здесь поменять нельзя. Но она вызывает у вас все равно какие-то страхи, переживания, волнения. Вы тревожитесь, да, думаете, насколько вам такое ускорение здесь нужно, или насколько оно благоприятно на вас, на ситуацию на вашей жизни повлияет. Может быть и какое-то общение по восьмерке жезлов, или звонки, или, да, переписка какая-то в виде сообщений, которые вселяют в вас какие-то страхи или тревоги, соответственно, по Луне, когда вы много переживаете из-за этого. Дальше идет карта четверка кубков. Это карта, которая идет перед тузом кубков. Кубок, который предлагается здесь на ладошке, совпадает с кубком, который здесь есть. Очень во многих, собственно, других колодах эта карта позитивная четверка кубков. Здесь она выглядит традиционно, как в любой колоде Таро Райдера Уайта, допустим. Она показывает человека, который удрученно смотрит куда-то вниз на эти кубки перед ним стоящие и не обращает внимания на тот кубок, который появляется откуда-то там из облаков, да, из ниоткуда, который ему предлагается, но он его игнорирует или не видит, то есть не замечает хорошие возможности, которые появляются перед ним, потому что он находится в апатии, в каком-то таком удрученном состоянии сплина, да, какой-то вот такой вот тоски, может быть, да, меланхолии по четверке кубков. Хотя в других колодах, допустим, в той же колоде Тота Алистера Кроули, она называется лакшери, пресыщение чем-то, когда чересчур много каких-то благ и, может быть, переедание, да, или вот какие-то такие вещи, и вы чувствуете пресыщение этими вещами. Может быть и такое застолье, которое сопряжено там с перееданием, к примеру, как вариант. Но в большинстве все-таки это как возможность, которая у вас появляется, но которую вы игнорируете, потому что вы о чем-то переживаете, о чем-то негативно думаете, на что-то обижены или находитесь в каком-то таком вот состоянии духа. И по пажу мечей, который здесь также есть, да, вы рассматривать можете какую-то возможность, которая вам предлагается, вы интересуетесь ею, но здесь больше ощущение тоски, переживаний, сожаления о чем-то, что упущено, что утрачено. И при этом по пажу мечей возможность, которая вам дается и которую вы должны увидеть в этот момент, потому что она как лампочки загорается для вас и позволяет идти дальше по намеченному пути.
и вы интересуетесь этой возможностью, используете ее и решительно ее принимаете. И туз кубков, который есть в воскресенье, показывает, что вы настроены очень решительно, 4 пентаклей, с тузом кубков к этому новому начинанию в вашей жизни, какому-то новому, соответственно, периоду по 4 пентаклей, возможно, приносящему вам деньги, как она обнимает здесь этот кошелечек с деньгами, да, потому что здесь может быть получение каких-то подарков, получение каких-то денег, приобретение чего-то, соответственно, что вы считаете ценным своим или что вас очень сильно радует, то есть дарит много позитивных, соответственно, эмоций. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов на неделю с 20 по 26 июля мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.